ФСБ оштрафовала Илью Варламова на 13 миллионов рублей. Вы не поверите, какая страшная ситуация. К тому же он уже инагент. Как он все это сможет решить? За неуплату налогов и заблокировала его счета. Блогер пытается из последних сил от напряжения, вставляя на ходу золотые зубы. И если перефразировать Калину Красную, решить это все дело через суд. По данным базы, в начале мая блогер подал иск в арбитражный суд Москвы к Федеральной налоговой службе с требованием всем раздеться и сплясать. Извините, не удержался, с требованием признать незаконным решение о привлечении его к ответственности за неуплату налогов. Он говорит, я плачу налоги, а они говорят, не платишь ты налоги. Короче говоря, друзья мои, это пример такой новости, которую неплохо бы знать. Мне вообще нравился когда-то Варламов, который делал себе канал, создавал, развивал, правильно женился, правильно замуж выходил. Не знаю, я там не слежу за их делами, и поэтому все хорошо идет, и 13 миллионов вроде как для него небольшие деньги, наверное, это может иметь какой-то дальнейший резонанс, какое-то движение, какое-то развитие, которое будет мешать ему, наверное, в чем-то жить. Иноагент ему, наверное, мешает жить, брать рекламу, да, чем это мешает? Тем, кто, из России берет рекламу, вот, наверное, он не может ее брать из России, но в целом я его, честно говоря, давно уже не смотрю, просто вот появилась такая новость, вы со своей стороны пишите, как вы относитесь к этому замечательному блогеру. Я вот, например, предпочитаю послушать, действительно, хотя мне иногда тяжеловато все это монотонно выслушивать, но я предпочитаю обращение Путина послушать, все равно оно короче будет, чем вот эти часовые ролики Варламова, а там все понятно, что должно быть до меня донесено, что должно быть, от чего отмахиваться надо, то есть, что все запрещено и все плохо. Я уж давно уловил, все запрещено и все плохо, ё-моё. Будьте здоровы, не кашляйте. Новость такая, его оштрафовали, и зачем-то нам это подсовывает. Вот база, она просто так подсовывать не станет, наверное, мало его смотрит, она говорит, смотрите, он плохой, мы с ним боремся. Сейчас все пойдут его смотреть, и он расскажет что-то крайне важное на сегодняшний день для, полагаю, действующей власти. Как-то я вот начал замечать, что, это, опять же, это субъективно, мое мнение, что он больше как-то в интересах того, о чем надо говорить. Не ищет каких-то ходов, не ищет как человек с чутьем. Короче говоря, конкуренции я в нем не наблюдаю. Он должен конкурировать с другими блогерами, подходить с новой стороны и смотреть на вещи каким-то новым взглядом. Вот в последнее время, скорее, даже с точки зрения новостей, как новостника, да, вдруг я что-то пропустил, хотя, чтобы я когда где пропустил, я мониторю постоянно. Даже в этом очень постный стал. Не знаю, вот это мое мнение, и это не в плане даже конкуренции, он уже давно, по-моему, не везет никакую конкуренцию и стал совсем неинтересным, просто, не знаю, вот на мой взгляд. Впрочем, не знаю, вот пишите со своей стороны, не мог этого не добавить, что, скажем так, либо надо было пройти эту новость, а я ее решил не проходить, потому что мне ее всовывают. Я могу отвернуться вообще, тогда ее будут все равно всовывать, а потом в каком-то смысле, да, образно выражаясь, мы ведь живем в том мире, который нам как-то навязывает предлагаемые обстоятельства. И когда бывает такое, ты с людьми говоришь, а они явно уже какую-то мысль таскают с собой, даже по комментариям это видишь. И каждый раз говорит, что это ж не моя мысль, вы где? Тогда если цитируете кого-то, конкретного цитируйте, давайте поспорим, разберем. Поэтому иногда не проходишь. Да, но в то же время обижать не хочется, так как вроде как блогер воспринимается как индивидуальность. Но такие крупные блогеры, которые уже давно правильно женаты, или там замуж выданы, или хрен их знает чего, они уже давно не являются индивидуальностью, но в то же время люди могут в каком-то заблуждении быть. А поэтому я посчитал нужным все-таки высказать свое фе немного, что все, очень мало таких блогеров, я не знаю, пишите со своей стороны, есть или нет те, которые именно свою точку зрения высказывают, не боясь, что она может быть, не все ее разделяют, но тем не менее с пояснением, мотивацией. А выдергивать новости, передергивать, озвучивать вот эту новость есть, какую-то пропустить. Я вот вообще стараюсь никакие не пропускать, все озвучить, чтобы где-то больше вас услышать, а потом уже сделать разбор по тем, которые наиболее встревожили аудиторию. По крайней мере, у меня принцип работы такой. Какие-то новости просто что новость, мое такое легкое мнение, и больше смотрю на вас. Дальше уже иногда, сами знаете, делаю более подробное разбирательство уже с примерами и фактами и системностью определенной. Так что пишите комментарии в любом случае, что думаете о Варламове, мне абсолютно плевать. Мне он не нравится, может нравится, завтра мне он понравится, никому ничего не навязываю. Раньше он мне нравился, а сейчас что-то как-то вот. Хотя, может быть, от всех от них уже устал, от однообразия. Может, я уже сам от себя устал, вы уж, наверное, от меня устали некоторые, наверняка. Вот, так что всем здоровья и процветания, давайте друг от друга временами уставать, а потом скучать, а потом снова, как всегда, увидимся.